go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим настоящую жемчужину среди арматурных наушников от компании Penon стоимостью $549. И приходят они в небольшой желтой коробке, где на лицевой части здесь изображены сами наушники, есть логотип компании, а тут указано название этой модели, а именно Turbo. Ну а сзади еще здесь указан адрес производителя. А вот здесь уже указаны технические характеристики этой модели. И за звук в этих наушниках отвечает целых 6 арматурных излучателей. 2 от Sonion для низких частот, 2 от Knolls для средних частот и еще 2 от Sonion для высоких частот. Но чувствительность составляет 103 дБ и они получили сопротивление 16 Ом. Поэтому сразу вам скажу, что на раскачку эти наушники довольно легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. 3 набора силиконовых амбушюр. Клипса. Щеточка для чистки наушников. Небольшой фирменный кожаный мешочек. Ну и кожаная стяжка для кабеля. Наушники довольно небольшие, выполнены полностью из зеленой смолы с прозрачной внутренней частью, а вот лицевая панель здесь просто удивительно хороша, поскольку она выполнена из натуральной раковины жемчужины, и лично мне очень нравится, как они выглядят. Но здесь находится стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом находится довольно крупное и единственное отверстие для компенсации, защищенное сеточкой с синим контуром, и со своей задачей оно справляется отлично, поскольку драйвер флекса у этих наушников точно нету. И обратите внимание, что здесь же находится золотистая надпись Penon на левом наушнике и Turbo на правом. Но думаю, что вас интересует больше всего это наличие здесь переключателей. И да, они здесь действительно несут очень важную функцию, поскольку у этих наушников доступно аж целых 14 разных режимов их настройки. И первый переключатель отвечает за усиление низких частот, второй регулирует средние частоты, ну а третий, конечно же, усиливает высокие частоты. Но все же самый интересный это четвертый переключатель, который вообще по своей реализации один из самых безумных, что я вообще когда-либо встречал, поскольку при его активации он еще сильнее усиливает низкие частоты в этих наушниках. Настолько сильно, что эти наушники преображаются просто на какую-то настоящую бас-пушку. И с этим переключателем их бас просто безумен. И это без преувеличений, но одни из самых басхедных арматурных наушников, что я когда-либо слушал. Но вы, наверное, все же хотите спросить, а где же все эти 14 настроек? Так вот, ребята, смотрите, вы можете здесь комбинировать разные переключатели. Допустим, активировать первый и второй, либо второй и третий, и, например, еще включить четвертый, либо вообще активировать все сразу. И при этом учитывайте, что они все будут работать, а четвертый переключатель здесь вообще является независимым от них, и вы можете использовать его с абсолютно любой настройкой, так и даже отдельно только его, что, согласитесь, прям очень круто. Ну а внутренняя часть у этих наушников, как вы уже заметили, она прозрачная, и вы можете здесь увидеть всю начинку этих наушников, что тоже довольно интересно. Ну а также обратите внимание, что звуковод у этих наушников тоже выполнен из смолы, имеет диаметр 6 мм и получил небольшой выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр. И одной из сильных сторон Penon Turbo является их по-настоящему удачная эргономика, поскольку эти наушники буквально с первого раза садятся в ухо как влитые и без необходимости долго подбирать угол или положение. Их форма четко следует анатомическим линиям ушной раковины, а гладкий и хорошо обработанный корпус не создает никакого давления или дискомфорта даже во время долгих сессий прослушивания. И несмотря на свой может и слегка массивный внешний вид, Turbo ощущается удивительно легкими и сбалансированными
сбалансированными, особенно если использовать качественные амбушюры, например, те, что идут сразу из комплекта, и с ними эти наушники сидят очень надежно, не выпадая даже при ходьбе или движении, что особенно будет уже важно для повседневного использования. Но самое главное то, что они не только удобны, но и обеспечивают достойную пассивную шумоизоляцию. Ну а комплектный кабель хоть и довольно хорош, но если вы хотите раскрыть на максимум эти наушники, то от себя я советую приобрести к ним шикарный кабель Pena NASA стоимостью $169, либо ASN TOCC стоимостью $119. То есть это прямо минимальный кабель, который я вам могу посоветовать к этим наушникам. Все-таки они очень высокого уровня, поэтому и кабель у них должен быть соответствующим. Но приобрести арматурные наушники Penon Turbo вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Penon Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте penonaudio.com. Ну а все ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а теперь, друзья, давайте лучше обсудим тюнинг арматурных наушников Penon Turbo, ведь наверняка мы все сейчас с вами здесь собрались именно за этим, поскольку это далеко не простые наушники, ведь у них имеются специальные переключатели для различной настройки их тюнинга. И вот так выглядит график частотной характеристики при использовании только первого переключателя, отвечающего за низкие частоты. И при использовании только этого переключателя эти наушники имеют усиление низких частот на 12 дБ с очень плавным заходом в область нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь имеет даже меньшее усиление, чем на моем таргете. Поэтому эти наушники в этой области для меня точно не звучат резко или излишне энергично, а наоборот, их характер здесь очень нейтральный и плавный, что мне определенно нравится. Но высокие частоты тут реально очень хороши, они очень продолжительные и не имеют каких-то резких пиков или сильных провалов, и очень плавно затухают уже после 19 кГц, что является поистине отличным результатом. Но вот уже активировав отдельный четвертый переключатель Super Bass Boost, усиление низких частот составляет практически 15 дБ, что, согласитесь, просто безумно, особенно если учитывать, что это чисто арматурные наушники, хотя они и так довольно басовитые с первым переключателем, но используя Super Bass Boost переключатель, они превращаются просто в настоящую бас-пушку, готовую сметать все буквально на своем пути. И я не шучу, друзья, это реально очень массивный и глубокий бас с еще более мощным и выраженным панчем в области мидбаса. Хотя вы, наверное, видите, что в таком случае их средние частоты немного ослабляются и начинают звучать более легко, но тем не менее такая настройка тоже довольно интересная и имеет смысл. И как по мне, это реально очень хорошая реализация. И самое главное, что общая подача этих наушников не меняется, поскольку это по-прежнему нейтральный и приятный звук, просто куда более басхедный. И я бы сказал, что уже прям для самых настоящих басхедов, и им такая настройка точно понравится. Но вот если мы активируем только второй переключатель, то мы получим усиление низких частот на 10 дБ, то есть ровно на уровне моего таргета, и более усиленные средние частоты. То есть этот переключатель действительно работает, как и заявлено производителем. Причем вы можете также комбинировать его с первым переключателем или любым другим. И лично мне, друзья, такая настройка тоже понравилась. По сути, вы получаете мощный бас с усилением на 13 дБ, но уже более плотную нижнюю середину и чуть более энергичную подачу средних частот. Вот настройка 1.2.0.0, я от себя вот ее могу точно вам порекомендовать. Но подождите, друзья, ведь это еще не все. Ведь у этих наушников есть еще третий переключатель, который, как я и сказал ранее, отвечает за высокие частоты. И что вы думаете? Да, друзья, и он тоже работает и действительно немного усиливает этот диапазон. На графике здесь это может и не так сильно заметно, но тем не менее на слух это довольно слышимая разница. И мне понравилась идея комбинировать, например, первый и третий переключатель, особенно если я слушал что-нибудь классическое, джаз или блюз. И обратите внимание, что низкие частоты при использовании только третьего переключателя имеют самое меньшее усиление низких частот. Это здесь прям заметно на графике. Но, конечно, вы также можете активировать сразу все три переключателя, либо еще дополнительно к ним активировать четвертый переключатель Super Bass Boost. А еще можно полностью выключить все переключатели, и в таком случае низкие частоты будут очень явно ослаблены. Я не знаю, будет ли вообще кто-то это использовать, но тем не менее такая возможность здесь есть, и это очень круто. Ну, в общем, как вы понимаете, друзья, поиграться тут действительно есть чем. И первую неделю прослушивания этих наушников я буквально пробовал разные настройки. Сначала
Сначала я прослушивал эти наушники только с первым переключателем, после я еще дополнительно активировал второй, ну а потом мне неожиданно понравилась комбинация первого и третьего переключателя. Ну конечно, супер бас-буст режим это прям отдельная тема для обсуждения, и он реально крут, хотя я бы не сказал, что он так нужен, по крайней мере мне, поскольку мне и так хватает вот этого глубокого, массивного и тактильного баса с первым переключателем. И как вы понимаете, друзья, в итоге я остановился именно на этом переключателе, и по большей части мои впечатления будут основаны именно с таким тюнингом и только с использованием первого переключателя, так как это то, что я рекомендую вам от себя, но вы по-прежнему, безусловно, можете воспользоваться еще кучей других разных комбинаций настроек. Слушайте наушники как с супер бас-буст переключателем, так и с любыми другими, ведь это все дело вкуса, и я думаю, вы это прекрасно понимаете. Теперь давайте уже наконец-то обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в Pen Turbo это не просто бас, а это буквально целый мир, наполненный глубиной, текстурой и живой энергией. Здесь бас звучит фундаментально, многослойно и насыщенно, при этом сочетая какую-то безумную плотность с тончайшими деталями. То есть это точно не сухой аналитичный бас, который часто встречается у других арматурных наушников, а физически ощутимый, тактильный и эмоциональный, который связывает тебя с музыкой на уровне ощущений. При этом этот бас не перегружает звук, не гудит и не мутит звуковую сцену даже при использовании супер бас-буст переключателя, и все на выходе остается очень прозрачным, чистым и просторным. И саббас у Pen Turbo очень глубокий и протяженный, с выраженной плотностью и хорошей фактурой, и его не просто слышно, а его реально можно физически почувствовать, словно он создает давление в пространстве, особенно в таких жанрах как дабстеп, эмбиент или даже хип-хоп. При этом он упругий, собранный, не размывает картину и не создает какого-то ненужного гула, сохраняя просто какую-то поразительную ясность. А вот мидбас это одна из главных сильных сторон этих наушников. Он плотный, насыщенный и очень выразительный. Удары по барабанам, бас-гитаре и перкуссии звучат живо, с весом и динамикой, но при этом не грубо. Здесь есть и характерный панч, и отличный контроль, и при этом мидбас не мешает середине, а как бы красиво очень так с ней взаимодействует, создавая цельную и музыкальную подачу, что особенно оценят любители тяжелых жанров, будь то рок или даже металл. Но все же самое главное волшебство Pen Turbo таится именно в передаче текстуры баса, так как ты слышишь здесь не просто удар, а всю фактуру, как натягивается мембрана барабана, как вибрирует струна бас-гитары и как аккуратно подается синтезаторный саб. Бас звучит очень живо, с легкой такой аналоговой теплотой и множеством нюансов, которые раскрываются по мере прослушивания разной музыки, и по восприятию он почти осязаемый, будто играет сейчас рядом с тобой и в одной комнате. Ну и атака и затухание низких частот, конечно же, тут точные и естественные, без какой-то резкости, сухости или размытия. Звук энергичный, музыкальный, без компрессии и напряжения, с плавным и словно живым спадом. И это особенно заметно на живых инструментах, где каждый удар ощущается с легкостью и натуральностью, создавая комфорт даже при долгом прослушивании. И вот тут уже это оценят любители послушать классику, джаз и акустическую музыку. Ну а в итоге низкие частоты в Pen Turbo, ребята, это просто какой-то очень точный, детальный и живой бас, который прекрасно сочетается с общей прозрачностью и чистотой звука. Он сбалансирован, выразителен и никогда не надоедает, оставаясь комфортным и музыкальным даже после долгих часов прослушивания. И это один из тех редких случаев, когда низкие частоты звучат одновременно и глубоко, и насыщенно, и с настоящим музыкальным вкусом. Они не утомляют, а просто делают свое дело, формируют фундамент, который придает музыке мощную телесность, вес и дыхание. Именно за это и хочется слушать снова и снова. Ну а средние частоты в Pen Turbo звучат очень открыто, прозрачно и с умеренной энергией, а легкая расслабленность ниже середины создает ощущение воздуха и свободы. Звук буквально дышит и не погружается в какую-то тяжелую и глухую теплоту. И здесь также нету какой-то лишней массы и нету ощущения, что что-то уходит на задний план. Наоборот, подача здесь живая и музыкально выразительная, где каждая нота звучит с легким акцентом и характером. Это точно не холодный аналитический звук, а именно тот, который вызывает эмоции и делает музыку очень живой и увлекательной. Да так, что вам хочется просто брать эти наушники и слушать трек за треком, потому что середина здесь звучит так вкусно и динамично, что от нее, ребята, ну просто невозможно оторваться. И вокал в этих наушниках звучит ну просто потрясающе. Он живой, объемный, с отличной интонацией и микродинамикой. Женские
женские голоса просто искрятся какой-то легкостью и прозрачностью, при этом сохраняя необходимую плотность, а мужские вокалы полнотелые, округлые и с правильным балансом плотности и свободы. Ну а верхняя середина в этих наушниках выделена аккуратно, без выпячивания и каких-то резких акцентов, которые часто встречаются уже в наушниках с Harman подачей. И мне очень нравится, что тут нету каких-то сибилянтов, жесткости, и вокал всегда находится на своем месте и чуть поближе к слушателю, что добавляет уже большей эмоциональной вовлеченности. И турбо отлично передают не просто голос, а именно настроение и всю вот эту живую энергию исполнителя. Вот что, ребята, очень важно. Ну а инструменты звучат очень чисто, насыщенно и с отличной локализацией в пространстве. Гитара имеет естественный резонанс, звонкость и приятную реверберацию, не теряющуюся где-то в миксе. Ну а клавишные выразительные и легкие, особенно в джазе и в акустике, где чувствуется буквально все дыхание инструмента. Ну а струнные полновесные и выразительные, но без какой-то излишней плотности, что делает их более приятными даже в очень сложных аранжировках. И важно, что все инструменты не сливаются в одну кучу и не мешают друг другу, даже при высокой плотности записи, так как турбо отлично держат весь звук под контролем и не дают ему мутнеть. Вот, ребята, что важно. Ну и, конечно, разрешение и тональные нюансы средних частот тут находятся на поистине серьезном для флагманских моделей уровне, и все детали очень легко различимы, но без навязчивых каких-то акцентов, и вы без проблем слышите все самые тонкие оттенки, например, какое-то движение пальцев по струнам, дыхание музыканта или шорох смычка на фоне. Ну а переходные процессы быстрые и четкие. Атака умеренно острая, но не сухая, без арматурного какого-то странного призвука, ну а затухание прям естественное и плавное. И все вместе это создает такую связанную, живую и насыщенную середину, которая не утомляет вас, а наоборот очень правильно увлекает. И в итоге средние частоты в Phenom Turbo это редкое сочетание воздушности, прозрачности и настоящей музыкальной харизмы. Тут нету какой-то сухости, нету чрезмерной теплоты, ни мониторной строгости. Вместо этого здесь мы получаем такой органичный, живой и эмоционально вовлекающий звук, в который хочется брать и погружаться. И именно эта середина делает музыку не просто правильной, а по-настоящему интересной, вкусной и живой. Ну а высокие частоты в Phenom Turbo раскрываются словно окно в ясный солнечный день. Звук максимально открытый, чистый и очень легкий. И здесь нету намека на тьму, на приглушенность или сжатость, а наоборот сразу слышится уверенная просторность и свобода, благодаря которой звук дышит и наполняется воздухом. И при этом эта подача не уходит в какую-то резкость или раздражающую яркость. Высокие частоты в этих наушниках звучат очень сбалансированно, не режут слух и не утомляют даже при длительном прослушивании. И тут турбо демонстрирует поистине высокий уровень детализации, но делают это очень аккуратно и ненавязчиво. По сути, ты слышишь все, что нужно, и при этом самое главное, что получаешь удовольствие от прослушивания. И я хочу отметить то, как инструменты в верхнем диапазоне звучат в этих наушниках живо и очень красиво. Например, те же тарелки, хай-хеты очень легкие, звонкие, но без какой-то лишней жесткости. А скрипки, флейты и щипковые инструменты имеют тонкий блеск и богатую верхнюю текстуру, но без какой-то пронзительности или чрезмерной яркости. И даже в очень насыщенных партиях сохраняется просто какое-то превосходное разделение и общая ясность. И очень важно, что турбо не прибавляет какого-то искусственного выделения на верхах, то есть они прозрачные, но не окрашенные, как в более светлых моделях. И благодаря этому все звучание остается естественным и очень натуральным, что сразу говорит нам о зрелости настройки и качестве самих арматурных излучателей. Ну а вот атака на верхах быстрая и четкая, но без какой-то лишней остроты, то есть вся подача тут технически точная и контролируемая. Тарелки, перкуссия, синтезаторы, все звучит на выходе очень аккуратно и прозрачно. И мне нравится, как турбо умеет показывать даже самые тонкие нюансы, но делают это очень плавно, без каких-то грубых рывков или излишней аналитики, благодаря чему все детали становятся словно частью общей картины, а не выпирают как бы отдельными фрагментами. Поэтому звук тут на вас не давит, не перегружает, так как здесь есть по-прежнему тот самый тонкий баланс между технической точностью и музыкальной деликатностью, что встречается, согласитесь, довольно редко. И при этом я должен отметить, что высокие частоты существенно влияют на восприятие всего пространства. То есть
Turbo рисует сцену с очень точной локализацией, отличной глубиной и особенно выразительной высотой. И за счет чистоты и расширенности верхов создается ощущение, будто звук взлетает, а не растекается. И при этом нету никакого давления сверху в миксе. Наоборот, все будто парит в пространстве легко и свободно. И очень хорошо слышны все реверберации и отзвуки, особенно в каких-то живых или акустических записях. И в итоге высокие частоты в Pen Turbo это редкое сочетание прозрачности, разрешения и истинного комфорта. Нету тут какой-то утомляющей яркости, нету искусственной холодности и агрессии, а звучание на выходе очень изящное, легкое и музыкальное. В общем, такое, которое хочется слушать реально долго. Это именно те верхние частоты, что раскрывают музыку, добавляют воздуха и красоты, но при этом никогда не перетягивают все внимание на себя. Но звуковая сцена в Pen Turbo поражает своей открытостью и масштабом. Это не просто широкое звучание, а настоящее ощущение пространства, будто ты сейчас сам оказался в концертном зале или студии живого выступления. Звук здесь не звучит только внутри головы, а словно окружает тебя со всех сторон, создавая эффект полного погружения в музыкальную композицию. И с первых секунд сразу понимаешь, что это не просто прослушивание, а настоящее присутствие музыки. И характер этой сцены я бы описал как естественный и очень органичные, без каких-то искусственных расширений или давления, где горизонтальное пространство отлично проработано, инструменты занимают свои четкие места и не сливаются друг с другом, но вертикальная глубина тоже хорошо выражена, что особенно заметно на каких-то симфонических и акустических записях, и все это достигается за счет прозрачности и точного разделения всех звуков, что делает сцену очень живой и правдоподобной. Но глубина сцены это отдельное удовольствие. Pen Turbo четко передают задний план реверберации и отражения, создавая ощущение какого-то настоящего трехмерного пространства. Вам слышна и дистанция до каждого источника звука, а реверберации заметны в конце вокальных фраз и даже между нотами. И с каждым разом сцена будто раскрывается все шире, погружая вас еще глубже в композицию. В общем, друзья, это словно живая, прозрачная и воздушная звуковая сцена, где чувствуется не только само пространство, но и тишина между звуками и даже едва уловимый воздух записи. И самое главное, что здесь нет ощущения какой-то зажатости или искусственной нагруженности, а есть только настоящее эмоциональное погружение, когда ты не просто слушаешь музыку, а будто сам находишься внутри нее. И это именно та звуковая сцена, в которой хочется оставаться как можно дольше. И как по мне, друзья, это просто идеальный баланс ширины, глубины, прозрачности и точности позиционирования. Эта сцена не только технически превосходна, но и дарит вам настоящее чувство присутствия, позволяя забыть о наушниках и полностью раствориться в музыке. Ну а вывод у меня получился таков: Pen Turbo это настоящий подарок для тех, кто любит глубокий, насыщенный, при этом очень живой звук. И они дарят вам мощный панчевый бас с отличной текстурой и контролем, который чувствуешь всем телом, но при этом без какой-то лишней тяжести. А средние частоты у них воздушные, теплые и с мягкой подачей голосов и живыми естественными инструментами, которые хочется слушать просто бесконечно. Ну а высокие частоты очень прозрачные, детальные, но комфортные, без резкости и усталости, и при этом способные раскрыть абсолютно каждый нюанс в записи. В общем, Pen Turbo это не просто наушники, а настоящий музыкальный спутник, который приглашает вас погружаться в звучание снова и снова, открывая новые грани самых любимых треков. И если сейчас вы ищете сочетание мощности, эмоций и комфорта, то это без всяких сомнений отличный выбор, который точно вас не разочарует. И от себя я смело рекомендую эти арматурные наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.